Привет, уважаемые зрители! Давайте начинать наш выпуск коротко о главном. Русские военные преступники совершили очередной массовый обстрел, направленный на устрашение мирного населения Украины. Всего враг запустил 619 воздушных целей. Силы обороны Украины сбили 583 воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет. Но, к сожалению, не обошлось без жертв и разрушений. 1 человек погиб, 8 ранены в результате атак русских террористов на Чернигов и область. В Одесской области после ночной российской атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства, и были разрушены складские здания с сельскохозяйственной техникой. Сегодня утром в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области ликвидировано возгорание 5 легковых автомобилей на парковке рядом с многоквартирным жилым домом. Но больше всего пострадал город Днепр и область. Момент ракетного удара по Днепру. На кадрах видно взрыв в жилом квартале. Туда попала российская ракета с кассетным боеприпасом. К сожалению, есть погибшие и раненые. Украинские силы обороны нанесли ответный удар по военной инфраструктуре врага, которая питает топливом армию оккупантов. Саратовский нефтеперерабатывающий завод вновь атаковали беспилотники. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев. Есть множественные попадания в разных частях завода. По предварительным данным, завод прекратил свою работу. Также был атакован еще один завод. Новокуйбышевский НПЗ, Самарская область. Предположительно поражена установка АВТ-11. Завод значительно потерял возможность перерабатывать нефтепродукты после удара. Дагестан утопает. Махачкала, Дербент и Каспийск оказались во власти мощного наводнения после проливных дождей. Машины едва двигаются, дома затоплены, вода хлещет в квартиры прямо через окна. Кибератака парализовала аэропорты Европы. Она ударила по системам аэропортов в Берлине, Лондоне, Брюсселе и ряде других городов. Трамп о нарушении границы Эстонии российскими самолетами. Мне это не нравится, когда такое случается. Может быть большая проблема. Мне будут об этом докладывать. США готовят удар по безопасности Балтии и НАТО. Reuters сообщает, Пентагон уведомил европейских дипломатов, что прекращает часть военной помощи Латвии, Литве, Эстонии и всем странам НАТО, граничащим с Россией. По словам источников, в Вашингтоне дали понять, Европе пора меньше зависеть от США. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки,